Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видео вяжу базовый теплый шарф, который послужит прекрасным дополнением к шапке и варежкам или как самостоятельный стильный аксессуар для детей и взрослых. Урок настолько простой и подробный, что подойдет даже для новичка. На всех важных моментах остановлюсь и заострю внимание. Расскажу и покажу, как связать завершенную кромку, очень аккуратную и одинаковую, с той и с другой стороны. Также расскажу, сколько набрать петель для ширины в 16 сантиметров. Набор петель отвечает за ширину, рядность за длину шарфа. Мой шарф 16 сантиметров в ширину и 1,75 м в длину. Расскажу, как изменится изделие после стирки. Также в дополнение к своему шарфу я уже связала шапку. Этот видеоурок уже доступен, ссылку на него оставляю в описании под этим роликом. Обязательно свяжите такой шарфик для себя или для своих близких и проносите его всю зиму. Мне потребуется пряжа. Вязать я буду в 3 нити. Характеристики моей нити: в 50 граммах 175 метров, 40% шерсть, 40 акрил, 20 бамбук. Я приготовила спицы 5,5 мм, подойдут 5-е, если хотите полотно поплотнее, либо 6-е, если хотите полотно повоздушнее. Можно круговые, можно прямые. Также приготовила ножницы, сантиметровую ленту. Более подробную информацию, точный расход материала и размеры готового изделия после влажной обработки оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Оставляю запас нити перед работой чуть меньше метра. Набрать петли можно любым удобным для вас способом. Я буду набирать классическим на одну спицу. Нить располагается между большим и указательным пальцем. Завожу спицу сверху, подхватываю петлю от большого пальца, от указательного и возвращаю в петлю большого пальца. Первые 2 петли готово. Мне нужно 27 петель. Далее по одной. От большого, указательный, возвращаюсь к большому. Большой снизу вверх, указательный снизу вверх, возвращаюсь в петлю. Перемещаю спицу с петлями в левую руку. Здесь небольшая хитрость для очень аккуратного и гармоничного края изделия. Рабочую нить сейчас провожу назад, делая накид. Вторая петля у меня накинута рабочей нитью. И первую петлю вместе с накидом снимаю на правую спицу. Далее вяжу резинку. Лицевая, изнаночная. Лицевая за переднюю стенку, изнаночная за переднюю стенку. Так до конца ряда не довязываю одну петлю. Последнюю петлю, несмотря ни на что, провязываю лицевой за переднюю стенку. Готово. Переворачиваю вязание, снова спица с петлями в левой руке. Снова делаю накид и снимаю первую петлю вместе с накинутой. Далее провязываю по рисунку. Изнаночная за переднюю стенку, лицевая за заднюю. Изнаночная за переднюю, лицевая за заднюю. Не довязываю до конца ряда 2 петли. У меня остается 2 петли, и обращаю ваше внимание, что одна из них накинутая в начале прошлого ряда. Я провязываю их вместе за переднюю стенку, заводя спицу за последнюю петлю лицевой. Готово.
Таким образом у меня формируется очень красивый край изделия. Он будет проглядываться после нескольких навязанных рядов. Повторяю все то же самое. В начале каждого ряда я делаю накид, который буду провязывать в конце ряда. То есть убавлять. Количество петель меняться не будет. Вяжу резинкой 1 на 1, не довязывая до конца ряда 2 петель. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Здесь все повторяется. Накинутая петля и кромочная. Провязываю их вместе за переднюю стенку лицевой. Переворачиваю вязание. Так навязываю резинку в 6 рядов. 3 ряда у меня уже провязано. Не забываю в начале ряда уводить нить назад, делая накид. Далее снимаю первую петлю вместе с накидом. Еще 3 ряда. 6 рядов провязано, это 3 сантиметра. На свое усмотрение можно сделать резинку пошире. Теперь я точно таким же способом продолжаю делать накиды и вяжу платочное полотно. То есть каждая петля лицевая в каждом следующем ряду. В этом ряду, чтобы перейти от резинки, я провязываю изнаночные лицевыми за переднюю стенку, а лицевые лицевыми за заднюю. Еще раз, изнаночный за переднюю, лицевой, и лицевую лицевой за заднюю стенки. До конца ряда не довязываю 2 петли. Кромку вяжу точно так же на протяжении всего изделия. 2 вместе за переднюю стенку лицевой. Переворачиваю полотно, накидываю нить, снимаю первую петлю вместе с накинутой и лицевые за переднюю стенку. Так ряд за рядом. Продолжаю на нужный размер, нужную рядность. Хочется сказать, что при вязании полотно достаточно плотное. После стирки длина изделия увеличится. Поэтому не вяжите слишком много. Свои данные я обязательно добавлю в описание. И рядность, и в сантиметрах. Я провязала 340 рядов. И сейчас перехожу на вязание резинки. Точно так же, провязывая кромку через накид и в конце 2 вместе. Начинаю вязать резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Обе петли провязываю за переднюю стенку. Переворачиваю вязание, направляю рабочую нить наверх и теперь вяжу по рисунку еще 5 рядов. Изнаночную за переднюю стенку, лицевую за заднюю, изнаночную за переднюю, лицевую за заднюю. Пять рядов провязано, последним 6-м рядом будет закрытие. Не делаю накид, снимаю первую петлю и следующую провязываю изнаночной по узору. Теперь первую петлю набрасываю на вторую. Так далее. Лицевая, первую набрасываю на вторую. Изнаночная, набрасываю. Так до конца ряда. Это и 6-й ряд, и ряд закрытия одновременно. Последние 2 петли также вместе лицевой. И первую набрасываю на вторую. Отрезаю нить с небольшим запасом, чтобы спрятать кончики. Вытягиваю нить, вставляю ее в иглу, увожу в полотно. Сначала с одной стороны по цепочке лицевых петель,
Потом возвращаюсь по этой же цепочке в обратную сторону. Подтягиваю полотно, нить можно отрезать под корень. С обоих сторон делаю точно так же. На данном этапе длина моего шарфа, сложенного вдвое, 66 сантиметров, то есть около 1,30 м. После стирки полотно шарфа стало более мягким и длинным, увеличилось примерно на 30%. Вместо 1,30 м я получаю шарф 1,75 м. Вес моего изделия 250 грамм. Ушло ровно 5 мотков пряжи. В дополнение к своему аксессуару я связала очень стильную и модную шапку. Ссылку на нее оставляю под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!